Знаете ли вы, что в Ненецком округе 3 коренных народа Заполярья – ненцы, коми и русские – веками живут в мире и согласии? Почему? Оленеводство, охота и рыболовство – это основные хозяйственные занятия, возможные в экстремальных природно-климатических условиях Заполярья. Это те промыслы, на которых строилась жизнь 3 основных этносов, проживающих на берегу Баренцева моря многие столетия. При этом каждый из этих народов выработал свою неповторимую культуру бытования. Однако, чтобы выжить в таких условиях, они заимствовали у ближайших соседей наиболее удачные элементы этой культуры. Это хорошо видно по промысловой одежде. Русские и коми заимствовали у ненцев верхнюю глухую одежду, сшитую из оленьих шкур – малицу, удобную, практичную и максимально приспособленную для высоких широт. Перед нами мужской пояс, по-ненецки ни, по-коми тасма. Пояс – символ достоинства мужчины. Он дает чувство собранности и в то же время легкости. Если мужчина подпоясался, значит его ждут дела, и он готов к любой работе. В тундре увидеть мужчину без пояса, пожалуй, можно только во время еды, и то пояс лежит рядом. На поясе не должно быть ничего лишнего, только все самое необходимое в быту и в работе. Это своего рода походный мини-чемоданчик для инструментов. Сама основа пояса делается из сыромятной кожи и украшается сукном, медными бляхами различной формы или пуговицами, металлическими украшениями, служащими оберегами. Их количество обязательно должно быть нечетным. Нож с ножнами – главный атрибут мужского пояса. Он подвешивается либо на ремешках, либо на металлических цепочках. Рукоятка ножа направлена назад, так быстрее и удобнее доставать нож. С другой стороны пояса располагается точильный камень для заточки ножа в нарядном кожаном чехле. Бытует поверье, что этот мешочек олицетворяет мужскую селезенку и всегда должен быть полным, иначе хозяин может заболеть. В середине пояса свисают клыки зверей, добытых мужчиной. Им отводится роль оберега от злых духов. Иногда мужчины подвешивают к поясу костяное шило. Оно необходимо при подготовке упряжки, так как без него невозможно развязать ни один узел на упряжи, особенно в сырую или морозную погоду. Пояс застегивается спереди при помощи медной пряжки с прорезными узорами, состоящей из 2 одинаковых половин. Тесные торговые отношения между русскими, коми и ненцами ярко отобразились в мужском поясе, который можно считать символом добрососедских отношений. Чтобы ненец-тундровик смог сделать мужской пояс, требовалась хорошо выделанная коровья кожа, которая приобреталась или выменивалась у русского населения. Для украшения были необходимы металлические медные бляхи, пряжки. Их отливали мастера-коми-зыряне. Таким образом, мужской пояс, ни или тасма мог появиться только благодаря добрососедским отношениям 3 народов Заполярья – ненцев, коми и русских. Дороги и реки, крик стаи гусиной и топот оленей, везущих аргиш. Мой ненецкий край, на груди у России, полярной звездою ты ярко горишь. 3 наших народа сошлись на рассвете, во взглядах улыбка, как дружбы исток. С тех пор и навеки в российском букете сияет морошковый белый цветок.